Вы наверняка знаете, что, подготавливаясь к съемке, я стараюсь приглашать в кадр женщин разного возраста и типажей, и у каждой есть свои нюансы, которые часто меняют последовательность выполнения макияжа и заставляют меня принимать нестандартные решения. Давайте по порядку. Незначительный нюанс с асимметрией глаз внес свои коррективы, так что увлажнил кожу и наношу базу на веки от Guerlain. Тоном займусь чуть позже. И, повинуясь наследию Итана, начинаю с основного. Стараюсь максимально сгладить этот визуальный нюанс, хотя, с другой стороны, эта легкая асимметрия придает лицу шарм и индивидуальность. Моя задача – обыграть объем, точнее, один глаз оставить как есть, а вот со вторым нужно нарочито усилить цвет, его интенсивность, чтобы визуально приподнять линию ресниц. Напоминаю, темные оттенки увеличивают объем, поэтому ярким карандашом прорисовал глаз по контуру и растушевал. Я специально использую тени от BME с легким сиянием. Это визуально будет отвлекать от небольшого анатомического нюанса. Наношу классически по всей поверхности подвижного века, делаю легкую растушевку и совсем чуть-чуть добавляю цвет по нижнему контуру. Это тот самый случай, когда немного блестяшки, точнее светоотражения, точно не помешает. Выполняю традиционную дымку контурной пудрой от Эстрада. Так, контрольно. И хочу еще раз прокрасить линию ресниц поверх блестящих теней. Этот маневр очень важен, так как усиливает интенсивность цвета в деликатном моменте и, по идее, создает визуальную иллюзию более приподнятой линии глаз. Важно хорошо растушевать. Думаю, с глазками все более или менее понятно. Пора и заняться остальными маневрами. Смешал сияющую базу от Белита с легким тоном от MAC Pro и равномерно нанес. Затем более плотным корректором высветлил центр лица. И полупрозрачной пудрой от Givenchy фиксирую мою многоходовку традиционным вальсом пудроведа. Судя по тому, что тени я использовал в холодном оттенке, румяна лучше выберу более теплые от NARS. Деликатно наношу, слегка акцентирую внешний уголок века и очень воздушно создаю аккуратный намек на здоровый образ жизни. И так, чтобы завершить игру света и тени, уже знакомым вам скульптором затемняю по контуру, стараясь смягчить выразительные черты, но без сумасшествия. Легкая сфумата всегда хорошо. Брови моей модели имеют выразительную форму, поэтому, несмотря на некое перманентное вмешательство, достаточно лишь усилить интенсивность простым темным карандашом от NARS. Ну и, конечно, фиксирую воском от Lotte, слегка увлажнив его фиксатором. И чтобы визуально увеличить объем и открыть глаз, можно использовать индивидуальные пучки или мою любимую бигудилку, что и сделал. И уже потом, чтобы добиться максимального эффекта, густо прокрашиваю тушью от Gouache верхние и нижние ресницы. А вот особо акцентировать губы, думаю, не стоит. Там и так все хорошо. Поэтому я лишь слегка обозначил уголки губ карандашом от Avon и подушечкой пальца нанес матовую помаду от Dolce, он же Gabbana. Вуаль света от Guerlain как-то сама вошла в кадр. Согласитесь, этот продукт всегда вписывается в любые маневры, создавая более контрастную игру в макияже и сглаживая незначительные нюансы. Наношу немного блеска от Max Factor, и этот финальный штрих завершает мои маневры. Уверен, те из вас, кто знаком с похожим нюансом, как у моей модели, с легкостью могут применить мою технику. Мои авторские права точно не пострадают, так что смело и пользуйтесь. Удачи и красивых вам макияжей!